It's starting. It's almost online. You're online. Very good. Now we can wait for 15 seconds, so George is online as well. Now it's 11 in Moscow and 9 in Zurich, and should be 10 in Kiev, 2 o'clock in Nur-Sultan. Let's see whether we have connection. Okay, so George is saying that he sees us and we are online. It's 11 o'clock. I think, yeah, let's wait maybe 1 minute and then start. So if somebody want to join us live, he has the opportunity to join live. Мы подождем еще 1 минуту и начнем с нашим обзором рынков. Может быть, кто-то немножечко опоздал. У нас сейчас время 11:01. Через пару секунд начнем. Вот. Тем временем напоминаю вам, что мы делаем. Мы приняли решение делиться с нашим совещанием Инвестиционного комитета с слушателями, с нашими партнерами, друзьями, коллегами. И будем это делать регулярно. У нас проходит Инвестиционный комитет раз в 2 недели. Раз в 2 недели мы готовим соответствующий репорт. До этого мы собираемся, обсуждаем рынки и те позиции, которые мы в процессе Инвестиционного комитета достигли, к которым мы пришли, мы будем делиться с вами. Вот. До этого мы делали трансляцию через Zoom. Спасибо большое. Очень получили много позитивных откликов о нашей трансляции. И теперь мы приняли решение, что все-таки мы переместимся на платформу YouTube. Она более понятна, там не нужно логиниться специально для этого. И большинство наших партнеров, коллег и друзей, они используют этот ресурс активно, поэтому так будет проще. Вот. Напоминаю, что у нас есть также страничка LinkedIn, Blackfort Capital, у нас есть Facebook аккаунт, который мы тоже используем, будем теперь использовать активно. Мы перешли во время, где мы будем стараться более активно использовать маркетинг 2.0, как его называют, вот, и делиться с нашим мнением о рынках. Опять-таки в конце будет возможность задавать вопросы, в отличие от прошлой сессии, которая была через Zoom, где вы могли напрямую звонить нам, обращаться к нам с вопросами в прямом эфире. Через YouTube вы можете писать комментарии. Вот, комментарии могут быть не только фундаментального характера, которые касаются непосредственно рынков или мнений ваших, или комментариев к нашему мнению. Они могут быть и формального характера, по формату, что понравилось, что не понравилось и так далее. Вот. Мы будем благодарны, повторюсь, что мы только начали использовать этот канал, поэтому, безусловно, будем делать ошибки и будем рады, если с вашей стороны будут какие-то, может быть, советы. Вот. Okay, so I would say we start now. I did a short introduction in Russian and about our new channel, YouTube channel, which we're going to use on a regular basis. And now we will go over to our bi-weekly report on markets. You see, it's a different format than last time. Last time we were sitting in our office. Today is a different day. In Switzerland, it's quarantine, so everybody is working from home. So does our CIO, Andreas Bickel. I remind you that Andreas Bickel is the CIO of Blackfort Capital, and he was previously head portfolio management of companies such as Goldman Sachs Switzerland and Deutsche Bank in Switzerland. So a very well-known name in the market, and we are very glad that we can hear today his opinion on the markets. Obviously, markets were very
very volatile. That is a very, let's say, a smooth way to describe the markets. But a lot of action is going on right now. So we are happy to hear his comments. I will, since we have a lot of Russian listeners, I will translate his market view in Russian language, and we will do that simultaneously as like last time. Скажу тоже коротко на русском. Мы сейчас начнем, и как в прошлый раз мы будем говорить на английском и на русском. Я буду, соответственно, предоставлять перевод на русский язык. Andreas, в свою очередь, будет комментировать рынки. Напомню, Andreas – CIO компании Blackfort, и он до этого возглавлял портфельное управление таких гигантов, как Goldman Sachs Швейцарии, Deutsche Asset Group Швейцарии. Соответственно, мы очень рады, что мы сегодня получим информацию о его видении на рынках в очень неспокойные времена. И да, наверное, последнее, что я хочу добавить, сегодня, наверное, знаком будет гречка. В России уже начали закупать гречку, поэтому она будет нас сопровождать через весь эфир. Okay, Andreas, I will hand over. Just made a little joke regarding the case in the background. So in Russia, it's we have quite a kind of nervous situation, so people are buying wet and so on. So we have bought also a little package of wet to describe the panic we have in the market. I would like to hand over to you and start a presentation. Okay, so thank you. Good morning from my side. As you can see, it is a bit of improvised, and we have even to be lucky that it works, because the network in Switzerland is at the edge of breaking down, because everybody works from home. Kiddies are having homeschools with videos like we have now. Therefore, very happy that it works. And as you can see, this is normally a room where the family does homework or works. Now it's my improvised office. Yes. Andreas повторил, что сегодня в особенном формате. Andreas вещает из дома. Школы в Швейцарии закрыты, все работают из дома, поэтому бэкграунд сегодня немножко специфичный. Ну, собственно, я об этом уже говорил. When I prepared yesterday the presentation, I wanted to start today. We have seen a huge relief rally thanks to Mr. Trump and his administration, which is true. We have seen that. However, this morning we see actually the reversing of yesterday. Мы видим, что буквально вчера события на рынке меняются очень быстро. Буквально вчера был очень сильный отскок от падения, который нас преследовали на последних 2 неделях в контексте того, что Трамп подтвердил, что он будет стимулировать экономику непосредственно денежными вливаниями. Но уже сегодня рынки показывают вниз. And the question is why we have seen a relief rally, and the answer is, although the Americans are probably not the fastest, and it probably takes a while until they understand what's going on, the reaction yesterday was, we are going to distribute money to all Americans because that's what they need. It is open how they're going to do that. If it comes from the central bank, then it would be helicopter money. If it comes from the budget, like in Hong Kong, then it's just a fiscal stimulus. But in the end, what really matters is it is the right measure at the right time, and most likely it will get through both parliaments in the US. Is there already a number of how much money that they will distribute? For a private individual, it seems $1,000. As a reminder, in Hong Kong, it was 1,250. But the real bazooka, as they call it, will come in the next couple of days. So they will support massively the industry, massively smaller companies. And this will be most likely not decided yet together with the Fed. So to provide liquidity, which the Fed and other central banks did. But on top of it, they will get somehow companies, somehow money, credit, probably for zero cost to bridge this period of the standstill. Итак, почему сейчас был такой отскок на американских рынках? Американцы, в принципе, очень долго не реагировали на коронавирус, и вчера буквально подтвердили, что да, они приняли решение о том, что они будут раздавать деньги непосредственно домашним хозяйствам. В какой форме это будет сделано, еще до конца непонятно. Это решение должно еще пройти парламент. Обе
инстанции парламента. Но мы ожидаем, что это решение пройдет. Цифры, которые у нас есть пока что, это где-то в диапазоне $1000 каждому американцу. Это может быть либо через ЦБ, тогда это будет так называемый helicopter money, который мы упомянули в прошлый раз. Напомню, в прошлый раз мы были о Гонконге, там уже были приняты эти меры, то есть там была уже непосредственно раздача денег населению. Там было $1250, в Америке это сейчас будет $1000, но действительно самое важное, что произойдет, это не только раздача денег населению, но и стимуляция экономики. Там мы говорим о сотнях миллиардов долларов, которые Америка приняла решение влить в экономику, чтобы сдержать то, что происходит на фоне коронавируса. And to just the contrast, Europe yesterday had a meeting and they decided we are going as well to stimulate somehow with fiscal stimulus, somehow companies. And this somehow was deliberately chosen by me, but it's basically what they said. They made a huge announcement, but the substance was close to zero. So for once, we have to say the Americans, once they understand we are in a crisis, they are 2 steps ahead of the rest of the world, maybe with the exception of China, because they already did that in January. В то же время мы наблюдаем и за Европой, не только за Америкой. В Европе мы как раз видим, что да, вчера тоже было сделано большое заявление, его анонсировали заранее, и по сути европейцы сказали что-то в этом же роде, что да, мы будем поддерживать экономику, но никакой конкретики нет. И в этом плане, конечно, американцы, несмотря на то, что они очень долго ждали с их решением, они очень последовательно сейчас его реализовывают, и понятный механизм, как они это будут делать. В Европе же в то же время пока что, да, есть поддержка экономики общая, но на словах, как это будет реализовываться, непонятно, и в этом плане американцы дают фору другим странам. With that, I think we start with our normal, in brackets, normal presentation. It can't be really normal because all indicators and all things I'm normally talking about are either distorted or not published. And therefore, I'm going to show you some alternative measures, or let's call it estimates of what GDP, S&P, etc. might do. И сейчас мы перейдем к нашей презентации. Как обычно, мы пройдемся по слайдам, которые мы подготовили. Мы научились с прошлого раза, слайды будут больше, так что они должны быть читабельными для всех наших слушателей. Должен подчеркнуть, что это не совсем нормальная презентация в плане, в фундаментальном плане, потому что многие данные недоступны, многие институты не работают, и оценку, например, экономического ущерба, который происходит сейчас от коронавируса, делать очень трудно. Но мы покажем пару вариантов, как мы просчитали или как мы видим ущерб, который нанесен экономикой, вместе с проекцией того, как это повлияет в дальнейшем на экономику всех стран и, в частности, Европу, Америку. Good. As I said, normally people ask, what will that mean for GDP? Is there a recession, etc., etc.? The honest answer is, obviously, we cannot know for sure, but we can try to estimate, or as they created the word guesstimate, which obviously doesn't exist, but to guess says it all. So derived on some individual data point, like for instance, reservations in restaurants in the US, how they have collapsed, and then to make a calculation based on how much of GDP is driven by that. One estimate is that in Q2, GDP will probably fall in the US to 2.5%. Similar figures were around for Europe. I would argue probably a good guess. However, if you read the last line on the slide, they estimate, if you analyze that, typical American things, 4 times 2.5% gives 10% negative. And that is probably not going to happen. So for the time being, based on this analysis, and I show you afterwards another one, I would argue that most likely the US will have a GDP figure in Q2 below 2% negative.
Итак, мы на этом первом чарте видим один из вариантов того, как можно оценить ущерб экономике в связи с коронавирусом. Это количество резерваций в ресторане, соответственно, спрос на ресторанные услуги, можно так экстраполировать. Этот инструмент использован компанией Инвестиционный Пантеон, и мы видим, что на сегодняшний день, ну плюс-минус, количество резерваций в ресторане упало в Америке на 50%. Это, конечно же, мощнейший удар по гастрономии. Если это экстраполировать, опять-таки, на всю экономику, то это на данный момент мы видим, что как бы потребительский спрос, он упал где-то на 20%. Опять-таки, если экстраполировать не только на потребительский спрос, но на ВВП, то можно ожидать, что рост ВВП его не будет вообще. Мы увидим негативную цифру минус 2,5%. Первый квартал. Мы поддерживаем, в принципе, такое ожидание. Другое дело, что компания экстраполирует эти данные, опять-таки, на весь год вперед, и если учитывать такое же развитие событий или, скажем так, уровень, что экономика останется на том же уровне до конца года, то можно ожидать, что ВВП Америки просядет на 10% в этом году. Мы этот сценарий не поддерживаем, но то, что в первом квартале мы увидим минус 2,5% ВВП, это вполне реально. Yesterday came out the same estimate for Switzerland. Now you probably laugh, but don't forget, Switzerland is extremely small, an open economy, and we export globally. Therefore, we are a good indicator for global growth, which I will show you on the next slide. What our ETH analysis team said, so from the highest polytechnicum or one of the 10 best university in the world, they said Q2 will be roughly negative -1 to 2%, but Q3 probably will be positive again. Итак, Швейцария, несмотря на то, что это маленькая страна, Швейцария как экспортер глобальный, Швейцария, в принципе, реплицирует состояние рынков растущих, развивающихся стран за счет того, что она очень много сфокусирована на экспорте, и по оценке экономистов Швейцарии, также Швейцария ожидает минус не 2%, не 2,5%, но где-то в районе минус 1,5% за Q2. Но в то же время экономисты ожидают, что в третьем и четвертом квартале рост восстановится. You can see very similar conclusion on this slide. This was done by Goldman Sachs. They called it yesterday, we will have a global mild recession. So it won't be like 82 before the bull market started, and it won't be like 2008, which probably everybody of us still remember. So it will rather be like after 9/11 or at the beginning of the 90s. Their baseline is that global and not US, so global GDP probably will slow down to roughly 1% in the worst case, maybe to 0, and then reaccelerate. Итак, на следующем чарте мы видим анализ специалистов компании Goldman Sachs. Они ожидают, что мы не увидим глобальной рецессии, как в 2009 году, которую, наверное, большинство из нас еще помнит, или в 1982 году, которую, наверное, большинство уже не помнит. А скорее всего коррекцию или локальную рецессию, не глобальную, повторюсь, как в 1991-2001 году после событий в Америке. Это связано с тем, что это связано с тем, что мы ожидаем, что глобальное замедление роста будет иметь место, и рост упадет до 1%, может быть, даже до 0,5%, или до 0, но, скорее всего, не уйдет в минус. Другое дело, что локальные рецессии, как, вот, например, в Америке или в Европе, и, опять-таки, не на весь год, а на определенные кварталы, вполне ожидаемы. This thesis, if I may call it, is supported by the bond market. I plotted here the spread between the yield of the US 10-year government bond and the 3-month, that's the green line, and the orange line is the 2-year yield. What is important is the V shape at the end and that it got positive. And you might remember over the last 12 months, we are talking this thing was negative and there is a recession ahead and everybody was doubting.
if you look now at the figures, knowing that the Fed has at the short end influenced the figures, but the 10-year Treasury came down from 1.2, 1.3% to below 50 bips and is now roughly at 1%. So the bond market tells us, yes, there will be a recession. You see the red parts over the history since the 60s, but most likely it will be a short-lived recession. Ну, тезис о том, что рецессия будет, но она будет краткосрочной на весь год, и она будет не глобальная, а может быть сохранится только в определенных рынках, но она будет, поддерживает опять-таки показатели о доходности бандов. Здесь на чарте видим мы индекс десятилетних американских трежерей, как он реагирует. Yield curve 3 месяца и 2 года. И опять-таки мы вспоминаем, что когда была инвертирована кривая доходности, что мы говорили о том, что, скорее всего, будет коррекция и будет спад на рынках. Сейчас, несмотря на все, мы видим, что есть разворот, yield увеличивается, но при этом двухлетний находится ниже трехмесячного. Normally, the next question when you talk to clients is, well, nice, we don't know what the GDP will be, and even if you are right, actually, I'm interested what happens to markets. If we go for the S&P, as you probably know, we have had a drop of roughly 30%. Yesterday, a rally of another roughly 6%. We were trading above 2,500. And the message of this slide is, well, the PE is roughly at 14, slightly below, and on average, it should go down at least 1 point more, which is roughly at 2,200. And as I talk, I have checked on Bloomberg where we trade, where the futures are. Guess what? After yesterday's rally, we are back below the support level. So we are back below 2,400, and definitely the level of 2,200, which supports by fundamentals of discharge, which a lot of technician chartists, if you will, use, might really happen. Возвращаясь к индексам и рынкам акций, мы видим, что на следующем графике мы видим сравнение, как вело себя соотношение стоимости к доходности акций, так называемый PE индикатор, который очень важный индикатор для оценки акций при ведущих коррекциях на рынке такого масштаба. И у нас здесь есть примеры 87 год, 90, 98, нулевой, и внизу строчка это 20 год, нынешняя, соответственно, коррекция. С начала коррекции индекс потерял 27%, сейчас это чарт уже один день, поэтому надо учитывать еще вчерашнюю разницу. Вот. При этом проседает также и соотношение стоимости к доходу акций. То есть, если мы посмотрим до этого, и в среднем соотношение стоимости доходов, вот внизу average у нас написано, находится после такой коррекции на уровне 12%. На данный момент мы находимся на уровне 14%, даже чуть выше после вчерашнего отскока. Соответственно, что это значит? Мы ожидаем все равно, что фундаментально, с одной стороны фундаментально, с другой стороны по чартам, если анализировать именно техникой чарта ситуацию на рынках, то должна произойти дальнейшая коррекция где-то до уровня 2200, и тогда, в принципе, отталкиваясь от исторических данных, мы уйдем на тот уровень, на котором и с точки зрения соотношения PE, стоимости доходности акции, так и по уровню именно кривой мы будем на том уровне, как обычно заканчивались коррекции в прошлые разы. You can also derive this conclusion if you look at, hopefully, so if you look at price sales ratio, so on one hand, price is like it says, it's the price of the S&P. Sales is what companies sale, revenue streams in the end, after all costs. And if you derive
a conclusion where the S&P might hit, we have to say we are somewhere average, and normally markets overshoot. So based on a price sales ratio, S&P must go lower. Same conclusion before, but driven from another angle. Другой чарт, который нам показывает, что, скорее всего, мы еще не достигли дна и коррекция еще не закончена, это чарт, который соотносит, с одной стороны, цены акций, то есть капитализацию S&P индекса, это один из ведущих индексов, американский, и обороты продаж, которые генерят компании. На данный момент мы находимся на мультипликаторе 1,7 примерно. Если посмотрим за последние 20-30 лет, то это, в принципе, где-то средние показатели. В то же время, если мы посмотрим на коррекцию, которая была в 2008-2009 году после кризиса, то там соотношение упало до 0,7. То есть обычно рынки, они имеют особенность, что они, как маятник, уходят слишком сильно в одну сторону. Соответственно, здесь мы тоже будем ожидать того, что коррекция будет еще сильнее. И этот мультипликатор должен еще упасть со средней значимости 1,7 до где-то уровня 1,3-1,1. The next angle, which normally is important, is obviously the balance sheet, and most companies have more debts than equity. So the question is, what will happen to the corporate debt? Probably it has to be reduced. If we look at this chart, you see that at the moment, the debt to the GDP ratio, but only corporate debts, is roughly at 47%. That means it's the highest level in the history, at least since 1985. And in the last three bubbles, so the housing bubble, the dot-com bubble, and in the 80s, the oil shock, the second oil shock, if I'm not mistaken, we are starting from a higher level. So therefore, it is fair to assume that this crisis will trigger restructuring of corporate debts. So the worst might be that some companies go bankrupt. Others probably will restructure the balance sheet and maybe cut off some of the debt. You might get a haircut. There will be, for sure, in one way or the other, help from the state, as we have heard from Americans, more concrete and more vaguely from Europeans. But expect over the next couple of weeks, probably 4 to 6 months, that you will hear that companies will restructure in one way or the other the debt. Следующий чарт, который тоже показывает хорошо ситуацию на рынках и сравнивает ситуацию на рынке сегодня с кризисами, которые были в 2000 году, 2001, так называемый dot-com bubble, 2008 кризис в Америке, глобальный кризис, ну и, по-моему, уже второй oil crisis 80-х, в начале 80-х и 90-х. Вот. Что мы видим здесь, это соотношение ВВП Америки к закредитованности компании, то есть соотношение ВВП к количеству долга, корпоративного долга на рынке. И мы видим, что каждый кризис предыдущий, это количество резко сокращалось. За счет чего оно сокращалось? Ну, либо это реструктуризация долга, либо это элементарное банкротство отдельных компаний, которые не могут рассчитываться по долгам, ну, либо это в какой-либо форме помощь выкупа этих долгов государством. Мы уже слышали о том, что Америка, по крайней мере, подтвердила, что она будет помогать компаниям непосредственно. Разговор шел о нефтяной отрасли, что там компании будут получать какую-то помощь от Америки. Но, несмотря на это, мы ожидаем, что в ближайшие 2-3 недели или максимум месяца, 4, 5, 6 месяцев, в общем, в ближайшие полгода мы увидим реструктуризацию долга и, соответственно, тоже, что общее количество корпоративного долга снизится на рынке с того уровня, с того пика, на котором мы сейчас находимся на сегодняшний момент. Markets are normally faster in pricing in such events. So here you see the illiquidity measure of the investment grade bond market. And I repeat, investment grade. So not corporates,
And you see, even if you want to sell, it is extremely difficult. It is very difficult to find a bid. And the reason for that is obviously everybody wants to sell, but on the other hand, the investment banks are not having their own books, are not having their proprietary desk like they used to have in 2008. Therefore, there is really stress in the bond market, but not just in the corporate, also in the treasuries. I was told that during the sell-off on Monday, there were during 2 hours in some time frames, time brackets of the US Treasury, so in brackets, the most liquid and secure security of the world, where we could make a question mark of security, but definitely the most liquid ones, there was sometimes no price. So you couldn't sell treasuries as well for a short time. Итак, на следующем чарте ситуацию, которая происходит на рынках, мы рассматриваем с позиции ликвидности. Ликвидность находится на очень плохом уровне. Что это значит? Здесь конкретно мы видим спреды, которые касаются бандов инвестиционного рейтинга. Инвестиционный рейтинг, он считается скорее ликвидным, напоминаю, это банды скорее хорошего качества, BBB- и выше, которых скорее лучше ликвидность, чем на рынках высокодоходных кредитных бумаг или бандов растущих рынков. Но, с одной стороны, чарт показывает, что спреды между покупкой и продажей стали намного больше, ушли там, на уровень 1,5%, вот, но нужно оговориться, эти данные получаются в основном через Bloomberg, который зачастую публикует цифры и значения, которые не реализуемы. То есть, несмотря на то, что здесь спреды показаны в районе 1,5%, если мы будем говорить о индексах, не о индексах, а о бумагах высокодоходных, то там спреды еще больше, 2 или 3%. На практике они еще намного выше, потому что элементарно, с одной стороны, отсутствует спрос, то есть никуда продаются бумаги. Российские инвесторы хорошо помнят 2014 год, когда у нас был commodity crisis, и после событий на Украине, опять-таки, из сбитых самолетов просто никто не хотел покупать банды, неважно по какой цене, продавались они, так сказать, в никуда. Та же самая ситуация сейчас происходит на рынке корпоративных облигаций, и особенно это затрагивает, конечно, облигации высокодоходные. Там ликвидность еще хуже. Негативно способствует ликвидности также тот факт, что инвестиционные банки не покупают на свои книжки, как это было в 2008 году, мусорные облигации или другие облигации по низкой цене, так как дистресс-актив. То есть здесь по факту нужно находить каждый раз на продавца-покупателя, а покупателя практически нет. Поэтому цены, спреды, с одной стороны, по публикациям на Bloomberg, а на практике они еще намного выше. То есть до 20%, до 10-20% может быть bid-ask spread на данный момент, например, для облигаций какой-нибудь джанк-бондов в Латинской Америке. Вот. И даже такие бумаги, которые считаются классически самые ликвидные, это трежеря американские, то есть бумаги государственного долга Соединенных Штатов, в которых практически всегда были самая максимальная ликвидность. Даже там, когда был sell-out в понедельник, общаясь с трейдерами, были ситуации, когда не было покупателей для таких даже ликвидных бумаг. So we have, as you know, almost standstill globally, which affects a lot of markets. But on top of it, we have a really special situation in the oil market. As you probably know, OPEC and Russia, they have decided to disagree, to put it that way. We see now a maximization on OPEC countries of the output, and at the same time, we see a collapse in demand for oil as a lot of industries stand still. This war on the oil market, on one hand, puts the oil price below $30 a barrel, but on the other hand, obviously, the question is who gets hit and who might profit. I mean, who gets hit the hardest, not shown on this chart, is the US. Their shale gas production price is roughly $50 a barrel.
and it's the production price. Here it's showing fiscal break-even oil price. So for instance, for Russia, if the oil price would be at 42, it wouldn't have a negative impact on the fiscal balance. And what you probably have read in newspapers or in research, Russia is going to be the profiter of this actual situation. But before that, obviously, everybody who is shown, every country, every oil producer will have a lot of pains, because to sell oil at levels below 30, to fret the markets, and probably even to do in April an increase of production by roughly 2 million barrels, good luck. This will be really heavy. But bottom line, you see the winner are on the right-hand side. So Qatar, Kuwait maybe, and for sure Russia, probably Kazakhstan, but definitely not South Arabia. Ну, последний чарт, здесь мы будем говорить о ситуации на рынке нефти. Как, наверное, большинство из вас знает, дополнительно к непростой ситуации на экономических рынках в принципе, у нас еще очень особая special situation, так сказать, на нефтяном рынке, где, скажем, Саудовская Аравия и Россия не смогли договориться в контексте сделки ОПЕК+, и началась ценовая война. То, что мы сейчас наблюдаем, нефть просела ниже $30 за баррель, и Саудовская Аравия активно стала заливать западные страны и даже Китай. Вот сегодня было сообщение, что даже уже Китай стал отказываться от российской нефти в пользу саудовско-арабской поставкам, которые продаются, соответственно, с дисконтом. То есть ситуация очень непростая еще и на нефтяном рынке, который бьет дополнительно в контексте этого кризиса глобального еще и в первую очередь по странам, которые рассчитывают на доходы, связанные, в первую очередь, валютные доходы, связанные с добычей и реализацией нефти. Надо, конечно, подчеркнуть, что есть страны, те страны, которые как раз не производят нефть, сами не экспортируют нефть, для них эта ситуация может быть даже на руку. Так, например, в Америке, несмотря на то, что там тоже есть большое количество сланцевых добывающих компаний, все равно процентное соотношение эти компании для ВВП страны играют менее значимую роль, чем общая экономика. И мы понимаем, что, например, для Америки падение цены на нефть, это значит, что падает также цена на нефтепродукты, и у среднего обывателя появляются дополнительные деньги, которые он может тратить на инвестиции в какую-то другую сферу экономики, на покупки и так далее. Вот. Но здесь, что мы хотели показать этим чартом, что, несмотря на все это, Россия, если отталкиваться от бюджетированной стоимости, стоимости барреля нефти, то Россия находится не в таком уже плохом положении, потому что на данный момент забюджетировано $42 за баррель. Если мы посмотрим на другие страны, в том числе Саудовская Аравия, с левой стороны $84 за баррель, Оман на самой крайне там $88 за баррель, то, конечно, по бюджету страны это бьет намного сильнее. В Америке нету бюджетированной стоимости, но в Америке есть стоимость добычи, она где-то находится на уровне 50, что непосредственно выше, чем Россия. Но опять-таки, повторюсь, несмотря на эту графику, которую Россию ставит не в такое же плохое положение с точки зрения бюджета, и что Россия сможет даже при $42 за баррель, на которых мы сейчас, напомню, не находимся, мы находимся ниже $30, что намного хуже, но как бы скажем так, из проигравших менее всего проиграет именно Россия, если цены будут, по крайней мере, выше $42. Но опять-таки, это все как бы можно перечеркнуть, потому что заливать рынок нефтью за $30 здесь и бюджет России не поспеет, с одной стороны. С другой стороны, еще раз, надо все-таки, даже если разделить зависимость от нефти, то, конечно, Америка, даже если у нее стоимость добычи 50, мы, во-первых, слышали, что Америка в лице президента Трампа подтвердила, что будут помогать нефтяным компаниям, конкретно целевыми какими-то, либо, не знаю, ливаниями, либо это субсидии государственные, это еще не до конца понятно.
то есть у них есть определенная протекция. Опять-таки есть информация, что заморозить и разморозить скважины относительно недорогая история, то есть компании не должны непосредственно банкротиться. Это не закрывает вопросы, как они будут расплачиваться по долгам, потому что у этих компаний высокие доходности, мы это тоже знаем. В то же время второй пункт – это то, что действительно Америка может даже в общем своем, скажем так, общеэкономических параметров выиграть от низкой цены на нефть, потому что потребители будут экономить на одном продукте, у них появятся дополнительные деньги для других продуктов, и, соответственно, это может быть дополнительным импульсом для экономики. So with that, we come to the conclusion. Last time, when we were at this stage of the presentation, you saw the same first recommendation: sell volatility, sell puts. But at that time, we had a level of roughly 40. Implied volatility in the S&P 500 was at 40. Now we are above 80. So therefore, the opportunity set got smaller. You can still sell puts to get a premium and maybe to overtake the underlying. Definitely don't buy protection. It's definitely too expensive. The next step is obviously a conclusion of that. If everything is falling, there are opportunities on the bond, on the equity side. You can start looking what looks interesting, but keep in mind what I have said several times. We are not yet at the bottom, and I show you two supporting charts to underline what I mean. Here you see the S&P 500, and you remember 2,500, 2,400 was the support level. We trade now in the futures market already below, so everybody talks of 2,200. But if we get to that range, roughly 8–10% lower than where we are now, definitely consider adding, buying blue chips. And the same we can say on the gold price. I had exchanged this chart just before this presentation, but before the presentation or yesterday evening, we were at 1,540, so above the support level. But now, as you can see, we have broken it really in the last 2 hours. Therefore, at 1,450 an ounce, probably it is time to start buying gold, but not before. And if we go back to the conclusions, you see gold and equities, and with the same arguments, obviously, corporate bonds do offer at the moment some value, but don't rush, buy in waves, be careful, you can still wait. Last but not least, government bond had a roller coaster. Basically, the Fed yield went down from above 1.2% to below 0.3 and is back at 1. But at 1%, with all the measures imposed, most likely the yield will stay low or go lower. So maybe there might be some value. Last but not least, it's the same like last time. Don't sell off, don't panic. Go through the portfolio, see what things you don't believe in and that you might sell, but otherwise start thinking where to add. I wrote as well, fiscal stimulus is on its way. Probably money will be distributed to citizens, and as I've said at the beginning, the US is definitely considering that. It would be nice the European would do the same. More important for companies, the Americans have already decided, the Europeans are in the process of deciding how and who and whatever, but they will have to inject liquidity into corporates that the balance sheet is not completely collapsing. Окей, на последнем слайде мы обсуждаем, что теоретически можно сделать, что не стоит делать на рынках. И на самом деле первые пункты не сильно изменились, как и в прошлый раз. Один вариант – это продавать волатильность,
То, что это значит, продавать путы, зарабатывать на премиях. Единственное, что нужно подчеркнуть, что если в прошлый раз волатильность была на уровне 40, мы сейчас находимся на уровне 80, то, конечно же, заработать можно уже меньше. Но это все равно стратегия. Не покупать протекцию, потому что она слишком дорогая, и на этом уровне не имеет смысла этим заниматься. Третий вариант – это начать смотреть на blue chip. Blue chip, соответственно, это высококачественные акции американского рынка, например, или европейского, но не все сразу. Для этого мы покажем другой слайд. Andreas, can you show the next slide, please? Почему мы считаем, что пока торопиться не нужно с покупкой, надо готовиться к ней, но пока, может быть, стоит еще подождать, потому что здесь видим чарт, и support level был на уровне 2400, но этот уровень был пробит, поэтому теперь следующий уровень 2200, мы уже говорили, что 2200 вполне себе является тем уровнем, куда может просесть S&P, учитывая, например, соотношение цены к доходности акциям, учитывая тоже соотношение к продажам, к капитализации индекса. То есть есть индикации, которые нам говорят о том, что, скорее всего, если мы находимся на том уровне, где мы находимся, и пробили 2400, мы можем просесть еще до уровня 2200. Но в этом диапазоне уже можно потихонечку смотреть потенциально интересные компании для покупки. Надо, естественно, все-таки смотреть на качество компании, потому что, что бы ни говорили, но качественная компания держится, естественно, лучше, какое у них кредитное плечо, какая у них задолженность, сектора, тоже это отдельная история. Понятно, что даже в кризисе, как на сегодняшний день, есть сектора, которые, наоборот, могут скорее профитировать от всей этой ситуации, тоже здравоохранение и так далее. Вот. Next slide, please. Вот. И второй момент, который тоже очень важен, мы буквально за короткое время до презентации заапдейтили этот чарт, потому что движение на рынке золота, здесь мы смотрим на стоимость золота, тоже очень сильно и быстро меняется. На данный момент мы пробили уже первый support level, второй находится на уровне 1450. Can we go back to the recommendation? И, соответственно, что мы тоже хотим, золото может быть не лучшим вариантом на данный момент, потому что когда идет распродажа, продают и золото тоже. Консолидация мы ожидали где-то на уровне 1500, сейчас мы говорим о уровне 1450, может даже 1400. Что еще можно делать? Да, buy falling angels, покупать компании, которые на фоне паники были распроданы вместе со всеми, но при этом имеют неплохие балансовые отчеты, соответственно, хороший запас кэша. Это уже selection, надо отдельные компании отбирать, смотреть. Гособлигации, да, конечно, гособлигации, несмотря на то, что мы говорили, что ликвидность и в них тоже намного ниже, чем она была до этого, и на данный момент и госами торговать не так просто, и спред там большие, но, конечно же, гособлигации американские, по крайней мере, являются относительно безопасным инструментом на данный момент, хотя там мы видим доходности, которые многим могут быть просто неинтересны. То есть мы находимся где-то ниже 1%, и причин, по которым они должны вырасти в ближайшем, особо нет. Ну, про золото мы уже сказали, что, скорее всего, оно найдет усредненную какую-то величину в ближайшем будущем, и можно будет его опять рассматривать. Long story short, don't panic, не паникуйте, не продавайте все подряд. Потихонечку смотрите на отдельные интересные истории по акциям. Напомню, качественные бумаги, бумаги с хорошими балансовыми отчетами в правильном секторе. Мы ожидаем, что будет фискальный стимул многих стран, многие страны, в первую очередь Европа, которая немножко заснула и особо ничего не делала для стимуляции экономики. Сейчас вот в контексте коронавируса будет, конечно же, практически обязана что-то сделать, и это может быть неожиданно хорошо повлияет в дальнейшем на экономику, не в ближайшем, но в средней и долгосрочной перспективе. В Америке уже начались программы более конкретные по стимулированию. Китай это успешно делает, поэтому эффект от таких фискальных стимулов будет не сразу, но это может быть тоже
может дать хорошую динамику в дальнейшем рынкам. Вот такой наш conclusion. Теперь давайте посмотрим, есть ли вопросы. Я напомню, что у нас в этот раз можно задавать вопросы по чату. И, соответственно, если у вас есть какие-то комментарии или вопросы фундаментального характера, мы ждем ваших комментариев. Так, пока что я комментариев не вижу. Комментарии есть? Нет, комментариев нету. Пишите, пожалуйста, в чате комментарии, если есть вопросы фундаментального характера, не фундаментального. По рынкам, может быть, кого-то что-то интересует. Okay, Andreas. So for now, I see no comments, no questions. I think we covered more or less the current market situation. Yes, I would say we can stop here. Тогда хотел бы поблагодарить вас за участие. Кто сможет посмотреть в будущем этот эфир, не смогли принять в лайв-презентации, могут и в будущем оставлять комментарии. Мы ответим на них на следующей сессии или, может быть, ответим в комментариях опять-таки. Подписывайтесь на страничку LinkedIn, YouTube-канал. Так будет проще, чтобы вас отдельно не оповещали о трансляции. И также сайт Facebook, Blackfort Capital. И можете писать email, мы добавим, кому можно писать email, чтобы регулярно получать апдейты в PDF-формате. Так что на этом, наверное, попрощаемся с вами. Спасибо. Andreas, thank you for the information. We see each